Всем привет! Сегодня мы снимаем видео о нашем жилье на Пхукете, но в этот раз это будет не дом, как было в прошлом нашем видео. Ссылку на видео я оставлю где-нибудь здесь. В этот раз мы снимаем видео про нашу квартиру, которую мы снимаем в большом комплексе кондоминиума. Сейчас я стою рядом с самим комплексом, он у меня за спиной находится. Тут как бы два таких больших корпуса. Вот один корпус, и мы живем вот в этом. Кондоминиум называется «Плюс кондоминиум». Сзади меня находится вход непосредственно в сам корпус, а вот здесь, чуть правее, есть большая подземная парковка, где можно ставить машины, биг-байки, байки, но вот люди особо не парятся, поэтому вот прямо здесь ставят своих букашечек. А сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, как у нас там все, как дела обстоят. В общем, чтобы зайти в, можно сказать, подъезд, нужно воспользоваться вот такой электронной карточкой с ключиком. Здесь есть считывающее устройство, просто проводите, оно пикает и открывает вам дверь. Не в ту сторону. А когда вы выходите, там еще что-то, какая-то женщина на тайском говорит. Это небольшой такой ресепшн, ну как это не ресепшн, типа холл. Тут всегда очень прохладно, хорошо кондиционируется помещение. И тут такие классные диванчики. Ой, тут так хорошо. Все, видео закончилось. Вы еще тут? Пойдемте дальше. Кстати, вот тут на столике есть корзинка со всякими маслами, кремчиками, и лежат визиточки. Это, в общем, какие-то девочки-тайки делают хоум-массаж. Мы еще не заказывали, тут можно заказать тайский массаж, либо массаж ног. Выбираем. Нет? Нельзя? Нельзя. Кондоминиум называется «Плюс кондоминиум». У этого застройщика 4, по-моему, сейчас проекта. Мы находимся во втором комплексе, который находится в Кату. Ссылку на карту, на расположение на Google Maps я оставлю в описании под этим видео. Вот. А теперь мы пойдем в лифт и поднимемся на 7-й этаж, где мы как раз-таки снимаем нашу квартиру. Пошли. Иди сюда. Иди сюда. Тут, кстати, вот такие сенсорные кнопки, их постоянно нужно очень интенсивно гладить. Вот так вот. Она не работает. Не работает. Пожалуйста, вот, все. Мы сейчас едем на 7-й этаж. Всего 8 этажей. Мы на 7-м этаже. И идем к нашей комнате. Мне кажется, что мы на этаже вообще не живем. Кстати, квартира 4-комнатная строится. Сейчас такие. Большая 4-комнатная квартира. Пойдемте в нашу комнату, там интереснее, там не такая разруха. Тем более, что я все потерла. Пока мы не зашли в нашу комнату, пойдемте посмотрим большое окно в конце коридора, которое выходит на бассейн. Там так смешно наблюдать за какими-то пухлыми дяденьками, тюленями, которые там плавают такие. Ну вот там сейчас пару тушечек плавает, лежит, загорает. Я думаю, что Юра покажет. Вот те угловые комнаты, где сейчас стоят кресла, это как раз 2-комнатные или 4-комнатные, но они были заняты, когда мы приехали, и нам их даже не показали. Мы сняли 1-комнатную квартиру, и сейчас мы пойдем ее смотреть. Вот. Она вот ее дверь. Нет, это не она. Это не наша квартира. Пойдемте. Сломала бы сейчас кого-нибудь. У меня с замками не очень. Короче, тут ручки такие обычные, дурацкие, межкомнатные. Вот такие дурацкие межкомнатные двери, в принципе, не очень безопасные, потому что их легко открыть. А вот у людей есть вот такие вот бомбозамки. Я не знаю, на бомбоубежище, наверное, такие вешаются, что хрен пройдешь. У нас такого нет, мы особо не паримся. На комнату 1 ключ, 2-й ключик дополнительно можно взять за 300 бат. Нам одному хватает, потому что мы всегда обычно вместе. Пойдемте к нам. Заходим. Мы зашли в нашу маленькую квартирку. На самом деле, по фотографиям люди думали, что она довольно большая, но она как бы просторная, но довольно-таки компактная. Здесь очень по-умному все реализовано. Сейчас мы зашли в маленькую комнатку, которая, в принципе, как прихожая. Что самое приятное было для нас, здесь есть рабочее место со стулом, стол, куча всяких полочек. Здесь обычно работает Юра, я работаю чаще на кухне. Здесь
все удобно, включается подсветка, что приятно, есть куча розеток везде абсолютно, потому что в той квартире у нас были проблемы, нам приходилось покупать удлинители в доме в прошлом. У нас здесь есть маленький диванчик, когда его люди видят, они почему-то думают, что мы на нем спим. Во-первых, он не раскладывается, во-вторых, он совсем малюсенький. Мы тут обычно думаем, диванчик этот маленький, пригоден только для того, чтобы тут сидеть, допустим, с ноутбуком. А еще вот напротив на стенке, сейчас встану, покажу, вообще здесь устанавливается телевизор. В некоторых комнатах есть по 2, по-моему, телевизора, насколько я знаю, у нас он 1. То есть можно поставить либо сюда, либо в спальню, мы сейчас пойдем еще посмотрим. Мы решили, что тут он нам нафиг не нужен, мы обычно здесь ставим ноутбук и что-нибудь включаем, смотрим, сидя на диване и лопая там какие-нибудь фрукты. Тут везде куча всяких полочек, что очень удобно, ящичков, то есть все ваши вещи можно попрятать, и они нигде не будут светиться. Тут, кстати, свет так, мне кажется, немножко по-дурацки реализован. Тут лампочка у нас одна перегорела. 2 источника желтые, ну, теплые, и 1 холодный. Ну, как бы это все вместе сливается, ну, довольно темно, мне кажется. Но, в принципе, в Таиланде с освещением всегда, по-моему, такая проблема. Здесь есть кондиционеры, их у нас на самом деле 2, второй находится в спальне, и мы ими активно обоими пользуемся. Пойдемте, наверное, в спальню. Спальня находится сразу, получается, за прихожей. Здесь, как обычно, большая двухспальная. Ну, эта кровать меньше, чем была в нашем прошлом доме, но она тоже довольно-таки просторная. Здесь есть шкаф, как обычно, ну, такой довольно-таки вместительный, там чемоданы кинуть, вещи кинуть. Вот здесь как раз мы сюда именно поставили наш телевизор. Мы его практически не смотрим, иногда перед сном включим какой-нибудь фильм, посмотреть чуть-чуть. Нам этого хватает. Кондиционер. Кстати, дурацкая штука с кондиционерами. У них они одинаковой фирмы, одинаковой модели с одинаковыми пультами. Бывает, что мы из этой комнаты включаем кондер, и в той комнате он начинает работать. Но я не знаю, почему так происходит. Здесь, получается, я не знаю, как эта штука называется. Ну, стойка под телевизор. Я ее так назову. Большая кровать. Твердым матрасом. Я так люблю твердые матрасы. Единственное, что я ненавижу, это гигантские жирные подушки. На них вообще невозможно спать. То есть у меня шея устает. Я обычно, наверное, без подушки чаще сплю. Тут есть вот всякие маленькие ниши. Тут тумбочка, наверное, ее не видно. В общем, да, свет в нишах загорается. И тут также теплый и 1 холодный посередине. Мы в основном тут только спим. То есть у нас правило не работать вообще на кровати. Там мы часто очень на кровати работали. Здесь мы сейчас только спим. Самое классное, что тут может быть, это вот окна, то, что они такие большие, и нету соседства никакого вообще, то есть там дом пустой стоит, вот именно с этой стороны, именно на 7-м этаже, ну как бы, возможно, чуть-чуть ниже, тоже примерно такая же ситуация, что можно тут спокойно не закрывать шторы, ложиться спать. Во сколько тут примерно рассвет, ну так прям, чтобы светло 7:30, 7:30 уже начинают петь птички, и в принципе очень легко проснуться, потому что свет всю комнату заливает. Вот, окна открываются. У нас как раз вид выходит на какой-то старый заброшенный домик очень миленького, такого бирюзового цвета, и рощу деревьев. Я не знаю, кстати, что это за деревья. И я так понимаю, вот здесь вот такая чистый какой-то грунт, возможно, тут что-то будет строить. Я не знаю, сейчас тут очень тихо, то есть никаких строительных работ не ведется, и все просто супер. Вот это здание, которое длинное стоит, это школа, 29-я школа. И, в принципе, утром немножко слышно, у них какие-то, я так понимаю, то ли линейка у них каждое утро, что там их собирают и через громкоговоритель что-то говорят, там песенки какие-то играют, но нам это вообще не мешает. То есть, когда окна закрыты, в принципе, ничего этого не слышно. Когда мы просыпаемся, мы обычно окна открываем и прям свежачок, хорошо. Вот там, кстати, стоят у нас, растут банановые деревья. В принципе, я думаю, про спальню все. Мы сейчас пойдем смотреть нашу маленькую кухню. Пошлите. Закроем окошки. Кстати, насекомые сюда почти не долетают. То есть у нас никаких москитных сеток не стоит. Но мы не открываем прям так окна, мы кондиционерами пользуемся. Но нет всяких этих огромных тараканов, всяких мух, пауков. Все спокойно. Что еще очень круто, что спальня, она как бы находится в отдельной нише. То есть здесь есть такие двери стеклянные из матового стекла, которые закрываются. Почему это большое преимущество? Потому что, во-первых, мы очень часто, вот там, если вы видели, стоял старенький ноутбук,
Мы очень часто на загрузку видео ставим именно на ночь, и он немножко шумит, и когда мы ложимся спать, мы дверь закрываем. И еще я обычно стою немного раньше, и я там иду там шуметь на кухню, либо вот за стол сюда сажусь, закрываю, и вообще ничего не слышно. То есть тут прям такое очень тихое пространство получается. Пойдем дальше, мы идем на кухню, Пока мы не ушли на кухню, я забыла сказать, что тут перед рабочим местом как раз есть зеркало. Чем оно мне помогает? Так как я постоянно морщу лоб, я стараюсь туда часто смотреть и свои эмоции как-то контролировать, чтобы перестать морщиниться. Вот. Я не знаю, зачем я вам это рассказываю. Не суть. Пойдемте на кухню. Я что-то отвлеклась. Мы на кухне. Кухня такая достаточно просторная получается. Никакой бытовой техники не было, кроме маленькой плиты, микроволновки. И вот нам пришли еще вытяжку, поставили такую автоматическую, которая просто выдвигаешь, и она начинает работать. Мы, в принципе, всем этим делом не пользуемся, потому что у нас с того раза осталась рисоварка и сковородка. Это все, в чем я, в принципе, готовлю. Тут много всяких разных ящиков, разных размеров, вот для посуды, там, двойные такие для всякого барахла. Тут всякие выдвигушки, как везде. В общем, что самое классное вообще в этой комнате, в принципе, пространство довольно маленькое, да, ну, как бы в объеме 30 квадратов. У меня с цифрами плохо, короче, здесь 30 квадратов. Но здесь везде очень грамотно вписаны зеркала. Большие, там, если вы видели, маленькие такие длинные зеркала. И вот здесь вот тоже очень удобно зеркала везде есть. И они прям визуально расширяют пространство. То есть кажется, что места тут очень много. Вот. В разных комнатах немножко по-разному и само оформление. То есть могут быть разные стулья, разные столы. Где-то может какая-то посуда иногда стоять. Разные обои цвета могут быть. Но не сильно отличаются по размерам. Они, в принципе, все одинаковые. Мне так безумно нравятся эти зеленые стулья. Они тут так в тему. Я тут обычно работаю, потому что здесь очень светло. Очень много света. Холодильник небольшой, вместительный. В принципе, все, что надо. Пошлите на балкон. Выходим на балкон. Балкон достаточно небольшой. Вот эти штуки, они для нас лично служат сушилками, потому что никакой сушильной штуки здесь не стоит, поэтому мы развешиваем вещи прямо здесь. А в нашей квартире, ну, именно в этой, есть стиральная машинка. Я не знаю, почему тайцы это делают, но они везде устанавливают гигантские стиральные машины. Она на 7 килограмм. Чтобы ее загрузить, надо собрать вообще все, наверное, наши вещи, ну, половину хотя бы точно, и туда запихать. Это стоят штуки от кондиционеров, от обоих. Здесь так здорово сделано, здесь такой стеклянный угол, и там прям видно нашу спальню. Вон, видите, вон там и наша спаленка. Тут, конечно, вид не на Паттонг и не на море, но тут, во всяком случае, очень спокойно и очень... Мне нравится вид на лес, мне кажется, очень классно выглядит. Ну, сейчас пойдемте, наверное, сходим в нашу душевую, и потом я уже расскажу о каких-то таких информационных вопросах, касающихся оплаты и всего-всего-всего-всего. Вот, пойдемте. Так, здесь прям за кухней находится душевая, совмещенная с туалетом, как обычно. Пойдемте заходим в нее. Кстати, что по-дурацки, когда включаешь свет, там сразу включается вытяжка и становится довольно-таки шумно. Вот. Но здесь все как обычно, в принципе, зеркало, полки, вот тут полок больше, мне хоть есть куда что поставить, потому что в том домике вообще не было. Маленькая раковина, туалет. Штука для личной гигиены. Это не для пола, ребят, это для личной гигиены. Здесь напор это еще более позволяет делать. В том домике был напор такой, что можно было все свои интересные места расщепить. Пойдем посмотрим душевую. Душевая здесь, в принципе, как и везде, прям в этом же помещении не отделена, но здесь есть стеклянные штучки, то есть можно закрыться. Шоу за стеклом. Ну и здесь обычный тоже водонагреватель стоит. Напор, ну, довольно-таки такой, не скажу, что прям мощный, вот ему нужно чуть-чуть пробежать, но мне хватает, чтобы мою гриву промыть нормально. Мы сейчас идем обратно в комнаты, там уже я расскажу про всякие, я не знаю, про информации вам побольше. Пойдемте мы сядем на диванчик, я вам там, в принципе, все расскажу, а то буду тут ходить, мельтешить. Ну и начнем, пожалуй, с самого главного, сколько стоит аренда этой квартиры. Сейчас на дворе январь 2014 года, и мы платим за эту квартиру 14 тысяч бат
не включая электричество, воду и интернет. Когда мы приехали, нам сказали цену в 15 тысяч бат. Это квартира вместе с машинкой. Без машинки стоила 14 тысяч бат. Мы пытались немножечко сторговаться, и нам ее отдали за 14, с учетом того, что мы ее арендуем, ну, как минимум на 2 месяца. Вот, у нас договор подписан на 2 месяца. Цена это на самом деле не фиксирована. Будьте готовы приехать сюда и узнать, ну, практически, наверное, любую цену до 20 тысяч рублей или бат. То есть есть люди, которые, допустим, в сентябре бронировали через телефоны, им говорили, что она стоит 19 тысяч бат, а кто-то снимает здесь за 12 тысяч бат. Допустим, на сайте, вот вы меня часто спрашиваете, у них на сайте написано аренда такой квартиры 12 тысяч бат, но это, как бы, повторюсь, это не фиксированная цена, то есть все зависит от того, как вы будете пытаться договориться, в какое время вы приедете. Вам спокойно могут сказать, что на самом деле комнат нет и нужно оставить депозит, допустим, но, как нам показалось, сейчас дом, ну, вот этот комплекс полупустой, то есть мы на этаже даже вообще никого не слышим, кроме уборщиц. Поэтому, если вы вдруг заранее договариваетесь и вам говорят оставить депозит, мне кажется, особо можно не париться, просто приехать сюда и посмотреть комнаты. Нам показывали 3 комнаты на разных этажах, но кому-то говорят уже, что, допустим, вот одна последняя комната осталась, но тут очень потоково, то есть люди приезжают, уезжают, и, в принципе, я думаю, всегда, особенно сейчас, как бы зимний такой новогодний сезон уже почти проходит, и думаю, что места во всяком случае должны быть. Но даже если нет этих кондоминиумов, ну, комплексов очень много, и даже вот у этого застройщика, я уже говорила, 4 разных проекта в разных местах. Еще раз повторю, ссылку на Google Maps, где находится наш кондоминиум, я оставлю в описании под видео. Что касается еще цен, как я сказала уже, вода и электричество оплачиваются отдельно. Мы еще точно не знаем, сколько будет стоить в месяц, потому что мы здесь всего 2 недели. И как только нам придет счет за воду и электричество, я, наверное, это как-нибудь освещу. Что касается интернета, здесь подключение по Wi-Fi, но Wi-Fi не бесплатный, его нужно оплачивать отдельно. Вот тут есть такая карточка, вы покупаете отдельно карточку на любой, я не знаю, там есть разные периоды. Лично мы взяли на 1 месяц, стоит это 550 бат. Там написано, что можно подключать одно устройство, то есть будет то планшет, ноутбук, либо компьютер, но на самом деле у нас получилось подключить 3 устройства, то есть мы периодически что-то подключаем, что-то отключаем, и все стабильно работает. Что касается скорости интернета, вот я себе тут написала, Юра, точнее, мне написал, мы через speed-тест тестили вообще, какая скорость у интернета. До Бангкока пинг у него 29 миллисекунд, на закачку 16 мегабит и на загрузку 3,5 мегабита. В принципе, до Бангкока прям вот кажется, что он летает. Но до Москвы, до Ростелекома на download 10 мегабит и на upload, я постоянно путаю, на upload 1 мегабит. Казалось бы, очень мало, но на самом деле нам, в принципе, хватает стабильно загружать видео, смотреть видео из Контакта, из Ютуба, из всяких разных сайтов с сериалами. Особенно после того, что было в прошлом доме, нам кажется, что интернет очень даже быстрый, шустрый и довольно стабильный. Бывает, что прерывается, но, в принципе, довольно стабильно все. По интернету, я думаю, в принципе, все. Если у вас какие-то вопросы еще задавайте, хотя я думаю, что я все сказала. Также отдельно оплачивается уборка, если вы хотите, чтобы к вам пришла милая женщина-тайка и перебралась здесь, все помыла. Стоит это 300 бат. Также, что самое приятное, в стоимость нашей аренды входит бесплатное использование спортзала и бассейна. То есть мы можем в любое время, хоть сколько, хоть там сутками купаться в этом бассейне, ходить в спортзал. Я на самом деле все эти вещи уже показывала в видео о том, как мы искали именно вот этот комплекс. Я ссылку на видео ставлю где-нибудь здесь. Там я уже показывала и спортзал, и бассейн. Сейчас я конкретно туда ходить не буду. Я планирую в ближайшее время снять видео об одном из дней нашей жизни, ну вот здесь, как мы живем, что делаем, как работаем. И там я, наверное, уже покажу более подробно и спортзал, и бассейн. А вы пишите мне в комментариях, хотите вы вообще посмотреть такое видео или не хотите. И я думаю, что я, наверное, в принципе вам все рассказала про эту квартиру. Если я что-то забыла, напишите мне в комментариях, и я обязательно в каких-нибудь следующих видео отвечу на ваш вопрос. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И всем пока!